Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игра де Жанейро. На связи с тобой Хитрый Лис. Много дней минуло с тех пор, как Лис разобрал для тебя Ночного Клинка и анонсировал обзор по Гладиатору. Писки арены за это время успели напитаться кровью бойцов, но гладиаторы по-прежнему далеки от заветной свободы. Тем не менее, они продолжают ежедневно отчаянно сражаться, нещадно разя своей казнью как соперников на арене, так и жирных боссов в их тайных логовах. А звуки барабанов извещают ликующую толпу об их очередной славной победе. Жестокие дуэли, не на жизнь, а на смерть, и радость сладкой вендетты ждут нас в этом ролике. И если ты готов вместе с Лисом окунуться в удивительный мир щитов и клинков, тогда заваривай вкусный чай, хватай любимые бутерброды и отправляемся в путь. Наше видеопутешествие начинается. Приятного просмотра! Как уже повелось, начнем с характеристик. Признаться, меня в свое время сильно удивило, что по силе Гладиатор уступает всем своим собратьям того же класса, за исключением разве что Паладина и Защитника. Но это танки, и большая сила не их конек, а то, что Гладиаторы обделили, немного шокировало. Однако, недостаток силы Гладиатор с лихвой компенсирует мощью умений и своей скоростью. В последнем равных ему среди силачей нет. Даже легенды за ним не поспевают. Гладиатор в бою предпочитает быстро выдать свой потенциал врагу и отправиться в следующее сражение. Но об этом чуть позже. Следует также отметить, что великий путь к бессмертной славе в Dungeons & Heroes для каждого игрока начинается с этого персонажа. Поэтому многие игроки считают, что собирать звезды ему гораздо легче, нежели другим героям, так как фрагменты на него идут уже с первого подземелья. К тому же, на высоких уровнях в подземельях заснеженного леса он будет дублироваться, но для новичка случится это очень нескоро, и скорее всего к моменту закрытия подземелья он будет выкачан на 5 звезд, а возможно и обзаведется одним и более крылом. Навыки. Казнить. Наносит урон одиночному противнику и увеличивает атаку Гладиатора на 45% в течение 9 секунд. Урон от ульты впечатляет. Это, конечно, не так мощно, как у того же палача, но тем не менее в одну цель весьма существенно. Немного расстраивает, что ульта увеличивает атаку героя, а не силу, так как она завязана именно на ней, а с этим у Глада, как ты помнишь, проблемы. С другой стороны, силу можно подтянуть шмотом и самоцветами, и увеличивать ее еще на 45% могло бы выглядеть очень имбово. Если взять во внимание навык его третьего крыла, о котором мы поговорим чуть позже, то данную ульту хотелось бы применять чаще, особенно на тех персонажах, которые уже просели по ХП. Разрубить броню. Наносит урон одиночному противнику и снижает его физическую защиту на 43% в течение 6 секунд. Это очень хороший дебаф, который прекрасно заходит на боссов, против которых ты выдвигаешь физическую пачку, так как в большинстве своем босс стоит один и у всех твоих героев получается буст урона по нему. В сражениях, где присутствует 5 героев, Глад чаще стоит сбоку, и пока противник не просел достаточно для того, чтобы его зацепил взгляд Алиты или Стрелка, будет по нему лупить в одиночку. В сражениях 3 на 3 вроде как ситуация получше, зачастую в союзниках у него танк и лекарь, так что бить кроме него все равно некому. Однако можно подобрать варианты, которые могли бы показать что-то сносное. Навскидку Орик, Алита, Гладиатор. Орик как танк и отчасти лекарь, а Алита с Гладом – 2 точечных киллера. Дуэль. Увеличивает урон Гладиатора на 60% в течение 9 секунд при старте битвы. Гладиатор получает 40% ОЗ, если наносит критический урон. Хороший командный навык, который отлично подходит для быстрых 9-секундных команд. Да и в принципе за это время хорошо прокачанный Гладиатор успевает вынести героя напротив себя, чем, кстати, сильно раздражает, когда встречается на твоем пути в испытаниях гильдии. Увеличение урона работает на все атаки,
включая ульту. Отсюда золотое правило Глада. В волновых сражениях на последнего противника волны ульту не сливай. Держи под начало следующей. Поверь, в сочетании с казнью ты будешь очень рад, что сохранил ее на начало следующего раунда. К тому же, отхил от ульты с критом у Лиса, например, вылетает в районе 52к, что также внушает уважение к ней. Жаль, конечно, что отхил не остается с Гладом до конца сражения, но с другой стороны, эта заноза в доспехах скушала бы еще больше нервов Лису во время прохождения испытаний гильдии или руин. Пассивка. Провести вендетту. 72,3% получаемого урона будет добавлено к следующей атаке в качестве фиксированного урона. По своей сути, это как запоздалые шипы, которые срабатывают не сразу в момент атаки соперника, а с задержкой до наступления хода гладиатора. Если его вынести, то и урона не будет, но если не вынести, тот вернет все с процентами, особенно если попадет под ульту. Ты также можешь заметить, что гладиатор – тот редкий в последнее время случай, которому в пассивке не поднимают мейнстат. А силушка ему бы очень пригодилась, чтобы разогнать ульту. Будем доставать ее другими способами. Амулет. Непоколебимость гладиатора увеличивает урон активного навыка на 28%. Скромненькое, конечно, описание, даже как-то непривычно, но что есть. Доп. Урон является отличным подспорьем для третьего крыла, так как позволяет быстрее сносить соперника. Но и при активном использовании очень пригодится, особенно если использовать ульту после второго навыка, когда он срезал сопернику физическую защиту. Урона будет проходить больше. В общем, нам все указывает на то, что ульта у гладиатора «Будь здоров». И ей нужно шмальнуть дважды, пока действует командный навык, а лучше трижды. Стоит также отметить, что у Глада есть скин «Меч защиты гладиатора», который увеличивает его атаку на 7%. Скин, прямо скажу, не ахти, и им стоит воспользоваться, если он тебе достался из ивента, но донатить из-за него не стоит. Для этого дела есть скины поинтересней. Таланты. Первый – это Макс ОЗ. Второй – сила или шанс крита заклинанием. Третий талант добавит ульте казнь. Цель, у которой ОЗ станет меньше 25%, будет убита в течение 2 секунд. Этот талант очень сильно поднимает эффективность гладиатора и ставит его в один ряд с палачом. Из-за очень большого урона ульты, особенно в первые 9 секунд, казнь будет срабатывать довольно часто. Четвертым забираем силу или шанс крита заклинанием, в зависимости от того, что взяли на втором крыле. И пятым забираем атаку, чтобы поднять урон от наших атак, чем еще больше поможем казни. Но можно пойти еще одним путем, который Лису нравится куда больше. На первом крыле мы ничего не берем, зато на втором забираем сразу силу и шанс крита заклинанием. Это очень сильно усилит нашего Глада как бойца-киллера. А дальше уже можно будет вкинуть в атаку и Макс ОЗ. На более высоких уровнях, когда будет топовый шмот, Макс ОЗ можно сменить на снижение физической защиты. Профита будет больше. Связь. Вопреки устоявшемуся мнению, что на полях арены должен остаться только один, а значит доверять можно только себе, гладиатор активно вступает в деловое сотрудничество с другими бойцами, что приносит ему заметные дивиденды. На сегодняшний день гладиатор был замечен в 2 небольших, но очень опасных группировках. Первая именует себя маньяками битвы, в которую помимо гладиатора входит еще один зверский боец – Берсерк. Одно только их соглашение вдохновляет настолько, что оба бойца способны поднять себе атаку вплоть до 6%. А уж если непосредственно перед боем откупорят настойку мухоморов, что варит по старинному рецепту Берс, да выпьют на брудершафт, то и шанс крита заклинания у обоих поползет вверх аж до 7%. Эта связь в сочетании с тем, как бойцы дополняют друг друга в бою, является одной из лучших. Простая и очень эффективная. А самое главное, ее легко сочетать с другими связями. Вторая ОПГ зовет себя бесхитростно – маньяки с мечами.
Видать, в обеих за название групп отвечал гладиатор, а его фантазия дальше маньяка никак идти не хочет. Ну да ладно. Участие в данной шайке заметно поднимает урон крита заклинанием до 7%. А вот если эта троица скрестит мечи на поле боя, то в довесок поднимут себе первичные параметры. И шанс крита заклинанием до 7%. Как ты уже догадался, для гладиатора это самое ценное, что может быть. Оба параметра ему нужны настолько, что он готов писать кипяточком от счастья прямо в свои блестящие доспехи. Обе связи имеют смысл использовать и пытаться реализовать в бою. Потенциал у них хороший. Экипировка. Самым лучшим вариантом для гладиатора будет использовать полный топовый сет на силу, инфернальное испытание. Он как будто специально затачивался под него. Но если у тебя его пока нет, не спеши отчаиваться. Ниже мы подберем ему нечто более простое и неброское. Оружие. Костолом, который даст вероятность поднять входящий урон по врагу. В характеристиках забирай игнор физической защиты и шанс крита заклинанием. Доспех. Панцирь Кракена со снижением физического урона и устойчивостью. Благодаря высокому шансу крита заклинанием, панцирь позволит нам ускорять ход глада, что очень важно в первые 9 секунд боя. Шлем. Череп славы со снижением магического урона и доп. Исцелением. Сапоги. Поступь славы с уроном крита, заклинанием и шансом магического блока. В амулете лови снижение обоих видов урона, игнор физической защиты и шанс крита заклинанием. Это ядро амулета. А дальше урон крита заклинанием и силу. Не удается вытянуть силу и урон крита заклинанием, можешь оставлять шанс крита, урон крита и макс ОЗ на выбор. Маленький совет. Если будешь качать топовое снаряжение для гладиатора, начинай со шлема и сапогов, а затем меняй их в этом билде. Бонус от 2 вещей инфернального испытания с лихвой перекроет бонусы этих легендарок. Реликвии. Легендарная. Благословение Виктории или печать усиления армии. Эпическая. Мощь Марса или слеза Верховного Мага. Также может подойти храбрость Марса. Синяя. Улучшенное сердце безмятежности, скорость ловкости или рука отваги. Лучшая, на мой взгляд, мощь Марса, так как обе легендарки могут быть на других героях, например, хилерах или саппортах. А слеза, скорее всего, уже будет задействована, например, на Жанне. К тому же в мощь Марса можно воткнуть 3 треугольника на силу, что значительно поднимет урон от ульты. Самоцветы. Треугольники – сила, но также можно брать атаку. Ромбики – макс ОЗ или доп. Исцеления. Пятиугольники – поглощение ОЗ и пробитие блока. На более поздних этапах игры можно брать сопротивление пронзанию. Технологии гильдии. Подтянутое тело и мастерство нападения, а также ослабляющий и мертвый удар. Теперь подберем под гладиатора достойную команду. Лису очень сложно устоять перед соблазном использовать бонусы связей, поэтому в данном гайде будет аж 2 варианта сетапа под гладиатора. Радуйся, мой друг! Первый на основе связей будет таким. На переднюю линию выстраиваются гладиатор, епископ и мертвый мечник, а в тыл пойдут Осирис и Берсерк. Таким образом, у нас будут задействованы обе связи, а значит шанс крита заклинанием для гладиатора поднимется аж на 14% при максимальной раскачке связей. К тому же вырастет сила и атака. Все то, что нам от него нужно. Берсерк с задних рядов будет поднимать атаку Глада и мертвого мечника, а также помогать выпиливать передний ряд своей ультой. Задача Осириса – убрать отхил оппонента благодаря своей направленности на интеллектуалов. К тому же он может подрезать энергию соперника и заставить их на некоторое время замолчать. Мечник и гладиатор – 2 киллера, которые должны уничтожать команду соперника с концов, постепенно смещаясь к центру. А епископ – это наш танк и отхил. Своей ультой он будет сейвить наших киллеров, а боевыми навыками восстанавливать просевшее ХП. При таком раскладе играть им стоит либо через молот Огра, либо через защитников бога огня. Вместо епископа можно брать шамана. Тогда мечник становится в центр, а шаман на его место. Или мечник в центр, шаман вместо берса, а берс на место мечника.
Оба варианта имеют место быть, тут надо смотреть по тому, насколько живучий у тебя шаман. Но есть еще один шальной вариант расстановки. В центр выдвигаем гладиатора, чтобы быстрее расправляться с центральным противником, а мечника ставим слева на место глада. Берсерк также стоит сзади для апа атаки наших киллеров, а шаман стоит с гладом и мечником в первом ряду. В таком случае гладиатор за свои 9 секунд должен успеть выпилить жирного танка, а затем сразу помочь мечнику расправиться с противником напротив него, пока у мечника еще будет в запасе бессмертие. А после дружной кампании они ударят по сопернику, который все это время измывался над бедным шаманом. Лису такой вариант нравится больше, он более бесшабашный и дерзкий. Все как ты любишь. Чтобы магия сработала, шаману обязательно нужно кинуть слезу Верховного Мага, чтобы в первые секунды отхиливать себя и команду. А мечнику силу единства, чтобы разделить с шаманом урон, который тот на себя примет, пока на помощь к нему придут старшие товарищи. Это позволит шаману пережить более страшные удары судьбы и не распускать нюни на поле боя. Ребятам из тыла хорошо закинуть печать усиления армии, чтобы ускорить наших союзников, и убежище Сильваны. Но это если они у тебя есть. Можно также костеломное давление, чтобы подрезать физическую защиту передней линии. Таким образом, даже несмотря на то, что у Лиса Осирис всего с 2 звездами и абсолютно не прокачан, команде удается неплохо продвинуться в испытаниях гильдии, даже без использования бутылочек. Если задаться целью и все же его докачать, хотя бы до 3-го крыла, то помимо роста эффективности самого Осириса, гораздо эффективнее будет эффект связи, который без него работает на минималках. К тому же, гладиатор тут одет не в топовый шмот, а в тот, что Лис предложил выше, если у тебя нет Т3 тряпок. Думаю, с топовым шмотом состав должен пролезть выше. Такой сетап одинаково хорошо подойдет для одиночных и волновых сражений, так как у него есть быстрый урон и отхил в начале каждого боя. И, конечно же, очень хорошо он подойдет в сражениях, где проходит только физический урон, так как все наши герои, кроме шамана, бьют физикой. Еще одной сильной стороной данного сетапа является то, что здесь задействована всего лишь одна легенда, правда очень древняя. Осириса сейчас можно добывать только из огненного разрушителя и за нефрит. В сундуках он мне совершенно не попадается, но я думаю, ты и так это понял по количеству звезд. Тем не менее, собрать такой вариант физической пачки с одним легендарным героем гораздо легче, чем тот вариант, который Лис демонстрировал в гайде по Леониду. Из минусов самый очевидный – нет магического урона и слабость перед этим же видом урона. Практически нет контроля, за исключением молчания Осириса, но это больше похоже на маленький приятный бонус, и нет сопротивления контролю, а самое главное, никто не может снимать с нас дебафы. Поэтому мы стараемся вторичным аффиксом в доспехах всем героям вытащить устойчивость и стараться не лезть в затяжные бои. Теперь рассмотрим второй вариант, который подобрал для тебя Лис. Здесь мы также будем использовать одного легендарного бойца, но только одну связь. На место танка мы выставляем Жанну со слезой мага. Нам очень важно получить от нее вдохновение как можно раньше. Слева становится гладиатор, а справа шаман с силой единства, чтобы не слиться в начале боя. В тыл уходит берсерк для запуска связи с гладом и апы его атаки. А вторым берем стрелка, который будет помогать добивать тех, кого не прикончил гладиатор. По реликвиям в тылу здесь так же, как в предыдущем варианте, печать усиления и убежище Сильваны. В сражениях с боссами стрелка можно менять на копьеносца. Метка копья на 3-м крыле позволяет дополнительно получать энергию каждому, кто будет атаковать противника с этой меткой. Если учесть, что в большинстве случаев босс сражается с нами в гордом одиночестве, получается, для нас он становится дополнительным источником маны, а для Глада, да и для остальных это очень полезно. Этим же составом можно выходить на магического дракона, пока у тебя нет других легендарных героев. Урон по нему даже без модификаторов и усиления проходит хороший. И кто знает, может этот состав поможет тебе выбивать с дракона больше ресов на начальных уровнях. Пробуй, мой друг, и делись своими результатами с нами. Как видишь, стартовый персонаж на поверку оказался не таким уж и слабым, и даже с ним можно показывать достойные результаты, если подобрать ему правильных соратников. Несмотря на большой урон ульты, для Лиса он интересен в первую очередь своей казнью, которая, к сожалению, появляется у него только на 3-м крыле.
Тем не менее, правильно раскачанный и экипированный гладиатор является собой заметную угрозу, особенно для зазевавшегося противника. Зная его сильные и слабые стороны, ты не только сможешь удачно использовать героя в бою, но и с успехом противостоять его натиску, когда он стоит напротив тебя. Безусловно, это не все вариации использования гладиатора. Он хоть и прост, тем не менее остается весьма интересным персонажем, которого к тому же очень легко получить и прокачать без доната. В комментариях ты можешь поделиться с нами тем, как именно ты используешь этого бойца и в компании с кем отправляешь на поля сражений. Чем больше вариантов, тем интереснее и веселее игра. А веселье – это то самое, ради чего мы в нее играем. Согласен? Так что делись своими вариантами и не забудь поблагодарить Лиса оттопыренным вверх пальцем под этим роликом. В Древнем Риме этот жест всегда воспринимался с улыбкой радости на лице, особенно на залитых кровью песках легендарного Колизея. Подписывайся на канал и долбани в колокол, чтобы не пропустить другие обзоры по обычным и не очень героям Dungeons and Heroes. В следующий раз мы разберем с тобой еще одного стартового персонажа из касты магов. Жреца, которого Лис долгое время считал одним из лучших хиллеров в игре. Мы посмотрим, на что он способен сейчас и стоит ли сливать небесную эссенцию на прокачку его крыльев. Оставайся с Лисом. Впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре и не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!